Снесла курочка яичко, да не простое, а золотое. Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала курицу крючком. В магазине Fix Price я купила вот такую корзинку. Мне кажется, она сделана из фетра и накрахмалена, либо клеем обработана. При желании такую корзинку можно сделать самим. Вот есть толстый фетр толщиной в 1 миллиметр. Это самый толстый. Либо сделать из пенки. Она тоже довольно-таки плотная. За основу взять какую-нибудь коробку и оклеить. Также в Fix Price купила пасхального кролика для композиции и связала вот столько яиц. Вот эти яйца я вязала из пряжи Бон-Бон. Это пряжа производства Турция. В 100 граммах 475 метров. Если кого заинтересует эта пряжа, какие цвета, пишите в комментариях, и я вам распишу все номера пряжи. Вот эти яйца я украсила стразами. Их большое разнообразие. Тоже брала в Fix Price. Золотое яйцо вязала из пряжи Lana Gata New Glitter в 25 граммах 300 метров. Производство Италия. Эти вязала из остатков пряжи. Этикетка не осталась. Пряжа с люрексом. И попробовала меланжевой связать яйцом. Из ириса. Какими крючками вязала, я покажу в процессе. Курицу вязала из пряжи Пехорка детская новинка, коричневый цвет грильяж и вот такой цвет календула. Глаза брала из этого набора 8 миллиметров. Украсила тесьмой зигзаг. Тесьму пришивала мононитью. Цветок покупала готовый, но можно сделать из узкой тесьмы. И тоже пришила мононитью. Курица самостоятельно стоит, так как в ней проволока. Проволоку брала диаметром 1,5 миллиметра. Детали пришивала фигурной иглой. Сразу хочу сказать, у меня был сбой в матрице, и я шов не перенесла в центр. Поэтому, когда вы будете соединять ноги, лапы, то обязательно перейдите в центр и вяжите, как я рассказывал. Так, что хочу сказать еще. Вот шов, его видно. Поэтому, прежде чем вязать курицу, я выставлю в самом начале, как я вязала яйцо. Вязала его по другому принципу. И здесь шов более аккуратный и ровный. И как вязала прибавки и убавки. Вы свяжите яйцо. Посмотрите, понравится ли вам такой метод вязания. И потом уже по этому методу вяжите курицу. Ну или вяжите
по тому методу, которым привыкли вязать вы. Вязание начнем с яйца. Беру пряжу, бон-бон, кристалл. Это 100% акрил турецкого производства. В 100 граммах 475 метров. Значит, здесь указаны номера, которыми вязать для спицы, для крючка. Для спиц 3 миллиметра минимальные. Крючок 3,5. Но я буду вязать крючком 2,25. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков. 1, 6. Захожу, как обычно, вот в эту вертикальную петлю. Вот сюда. Ставлю маркерную нить. И теперь я буду вязать не так, как я раньше вязала, а немного по-другому. Так, соединяю, а воздушную петлю не делаю. И теперь я буду вязать немного по-другому. Не так, как я вязала раньше. Значит, в эту же петлю провязываю прибавку. Так, 1 столбик. И вот за переднюю полупетлю 2 столбик. Прибавка 1. Под следующую полупетлю, под переднюю, тоже прибавка. Итак, вяжем по кругу 6 прибавок. И 6-я прибавка. Во втором ряду 12 столбиков без накида. 3-й ряд. Я вот специально петли вытянула, чтобы было виднее. Значит, как всегда, я одну петлю пропускаю. Вот здесь 1 петля, вот она. Вот, соединяем за заднюю полупетлю. Эту петлю не затягивайте, потому что она затянется, когда будете вязать за переднюю полупетлю. Воздушную не делаю. И теперь за переднюю полупетлю столбик без накида. 1. Значит, 3-й ряд как? Столбик без накида, прибавка 6 раз. И должно получиться 18 столбиков без накида. 1 столбик, прибавка. 1 раз. И 6-й раз. Столбик без накида, прибавка. 4-й ряд. 4-й ряд звучит так. 2 столбика, прибавка 6 раз. Количество четных столбиков я делю пополам.
Одна часть у меня в начале ряда, вторая часть в конце ряда. Значит, эту петлю пропускаю. Под следующую петлю за заднюю полупетлю соединяю, а за переднюю полупетлю вяжу столбик без накида. Так, петлю пропустили. За заднюю полупетлю соединяю. Вот здесь не затягивайте сильно. И теперь за переднюю полупетлю провязываю столбик без накида. Один, а должно быть 2 столбика без накида, прибавка. Как я уже сказала, один столбик я вяжу в начале ряда, второй столбик в конце ряда. Для чего это? Если делать прибавки в одном месте все время, во-первых, у вас будет видна дорожка из прибавок или убавок, и во-вторых, будет не круг, а шестиугольник. Поэтому прибавки нужно менять местами. Итак, столбик без накида, прибавка. А теперь 5 раз нужно провязать 2 столбика, прибавка. Это 1 раз. Два столбика. Прибавка. 5 раз. И 1 столбик, который мы не довязали в начале ряда. В этом ряду должно получиться 24 столбика без накида. 5-й ряд. Еще раз показываю. Петлю пропускаем. Под эту петлю провязываем за заднюю полупетлю соединение, а за переднюю столбик без накида. Вот когда вы соединяете, вот эту петлю не затягивайте. И теперь за переднюю полупетлю столбик без накида. 5-й ряд вяжется 3 столбика без накида, прибавка 6 раз. И в этом ряду должно получиться 30 столбиков. 1, 2, 3, прибавка. И так вяжем по кругу. 6-й ряд. Петлю пропускаю. Под следующую петлю за заднюю полупетлю соединяю, за переднюю полупетлю столбик без накида.
соединяю и не затягивайте, потому что вот эта передняя полупетля подтянет и за переднюю полупетлю столбик. 1. Шестой ряд вяжется так. 4 столбика без накида, прибавка 6 раз. И должно получиться 36 столбиков без накида. Но, как я уже говорила, когда четное количество столбиков, то я их делю пополам. 1, 2 и вывязываю прибавку. И оставшиеся 2 столбика у меня будут в конце ряда. Теперь уже мы вяжем. Не забывайте, что мы прибавку сделали. Теперь вяжем 4 столбика. Четыре и прибавка. Итак, вяжем 5 раз, и в конце будет 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 и прибавка 5 раз. И провязываем 2 столбика, которые мы не довязали в начале ряда. Далее 9 рядов вяжем без изменения по 36 столбиков без накида в каждом ряду. То есть 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 ряды вяжем по 36 столбиков без накида. И не забываем, одну петлю пропускаем, заходим в следующую, за заднюю полупетлю соединяем, петлю не затягиваем. И теперь за переднюю полупетлю. Столбик без накида. Итак, вяжем 9 рядов. Провязала я 9 рядов и вяжу 16 ряд. Так, петлю пропускаем. Вяжем под следующую. За заднюю полупетлю соединяю. За переднюю полупетлю столбик без накида. 16 ряд. 4 столбика без накида, убавка. Поскольку количество столбиков четное, я их делю. 2 столбика в начале ряда и 2 столбика будет в конце ряда. 1, 2. Убавка. И далее 5 раз провязать 4 столбика, убавка.
1, 2, 3, 4, 5 убавка. Значит, так нужно провязать 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5 убавка 5 раз и 2 столбика. В этом ряду 30 столбиков без накида. 17 ряд. Вяжем без изменения 30 столбиков без накида. Один, два, 3. И так вяжем по кругу. 18 ряд. Три столбика без накида, убавка 1, 2, 3, 4 убавка. И так вяжем по кругу, и в этом ряду 24 столбика без накида. 19 ряд. Вяжем без изменения 24 столбика без накида. Один, 20 ряд. 2 столбика убавка 6 раз. Поскольку у меня 2 столбика, четное количество, я их разбиваю. Один столбик в начале ряда, второй столбик в конце ряда. Петлю пропускаю, следующую. Соединяю. Столбик без накида 1. И теперь убавку делаю. И далее 5 раз 2 столбика без накида, убавка. Два столбика без накида, убавка, провяжите 5 раз. И в конце ряда еще один столбик.
И в этом ряду должно получиться 18 столбиков без накида. 21 ряд. Один, два, три. И так вяжем по кругу без изменения 18 столбиков без накида. 22 ряд. Столбик без накида, убавка 6 раз. Так, вот петля, мы ее пропускаем. Перекрыли ее. Соединяем. Столбик без накида. Убавка. И так вяжем по кругу. То есть столбик без накида, убавка 6 раз. И в этом ряду должно получиться 12 столбиков без накида. 23 ряд. Соединяем. Столбик без накида. 23 ряд. Вяжем без изменения 12 столбиков без накида. 1, 2. И так вяжем по кругу. После того, как закончили 23 ряд, на петлю поставьте маркер и наполнителем наполните. Маркировочную нить пока не убирайте. После того, как я наполнила наполнителем яйцо, маркер снимаю и нитку вытягиваю. Я ее уже обрезала. Так, вытянули. Теперь эту нитку вставляем в иглу. Теперь эту петлю пропускаем, заходим под следующую. Нитка у нас снаружи, значит, мы должны зайти снаружи, причем за полупетлю, за переднюю. Петлю пока я не затягиваю, чтобы видно было, откуда у меня идет нитка, чтобы не попасть вторично в ту же петлю. Теперь с изнаночной стороны захожу в следующую полупетлю, как мы вязали за переднюю. Теперь эту подтягиваю. Здесь оставляю. Опять за переднюю полупетлю. Назад. Тоже за переднюю.
За всю не берите, не сшивайте, потому что будет грубо. И вот теперь стягиваем. Стягивайте аккуратно, чтобы нитка не порвалась. И вот так у вас аккуратно будет. При желании можно сделать аккуратный узел. И в ближайшее отверстие спрятать хвостик. Вот. Теперь немного натяните и отрежьте. Маркерную нить просто так не вытягивайте, иначе она стянет у вас все. Вытаскивайте постепенно. Ну вот так получилось. Шва практически не видно. Вязать начинаем со ступни, причем со среднего пальца. Кольцо амигуруми. Набираем 6 столбиков без накида. 1, 2. Почему я набрасываю крючок на нитку? Потому что я буду вязать столбики крестиками. Это первое. И во-вторых, когда набрасываем крючок, то нитка не закручивается. Шесть. Так, стягиваем кольцо. Значит, в первом ряду 6 столбиков без накида. Второй ряд я начну с соединения в эту вертикальную петлю. Но прежде чем вязать второй ряд, нужно установить маркерную нить контрастного цвета. Я маркерными нитями из пряжи не пользуюсь, потому что от них на изделии образуются очесы, которые потом трудно будет удалить. Я нарезаю полоски из полиэтиленовых пакетов. Второй ряд. 2 столбика без накида, прибавка. Соединяем. И 1 воздушная. 1 столбик. Далее вяжем за переднюю полупетлю. Второй. Под следующую переднюю полупетлю прибавка. То есть под одну петлю 2 столбика. И опять 2 столбика без накида. И в последнюю петлю прибавка.
В этом ряду 8 столбиков без накида. Вот под этой петлей маркерная нить. Мы ее пропускаем. Заходим в следующую петлю. Так, вот. И соединяем. И одна воздушная. Один столбик. Два. Три. И так вяжем по кругу. Третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой ряд. Вяжем по кругу. И в каждом ряду 8 столбиков без накида. После того, как закончили седьмой ряд, маркерную нить отрезаем. Отрезаем нитку. Так, вытаскиваем. Первую петлю пропускаем, заходим вот под эту маленькую вторую петлю. Вот сюда. И вытягиваем. Теперь заходим в ту же петлю, откуда у нас вышла нитка. Тоже с изнаночной стороны. Вот и мы с вами закрыли ряд. Теперь эту нитку на обратной стороне нужно зафиксировать. И этот хвостик убираем внутрь. Так, связали мы с вами средний палец. Теперь нам нужно связать левый и правый палец. Они будут вязаться одинаково. В одном пальце нитку отрезаете после окончания. Во втором пальце, то есть он получается третий, нитку не отрезаете, потому что будем все пальцы соединять. Итак, опять в кольцо 6 столбиков без накида. Точно так же буду заходить вот в эту вертикальную петлю. Устанавливаю маркерную нить. Соединяю. И одна воздушная. И также провязываем 2 столбика без накида, прибавка 2 раза. 1, 2. Прибавка. И опять 2 столбика. И прибавка.
Во втором ряду 8 столбиков без накида. Ряд всегда начинаем с того, что одну петлю пропускаем, будем заходить в следующую. Соединяем. И одна воздушная. 1, 2, третий, четвертый и пятый ряд вяжем без изменения по кругу по 8 столбиков без накида в каждом ряду. Так, закончили мы все 3 пальца. Значит, последний палец, у которого нитка не отрезана. Вот мы провязали 8 столбиков. Вот здесь у нас маркерная нить. Эту пропускаем. Заходим в следующую. Соединяем. И одна воздушная. 1, 2, 3, 4. Теперь берем следующий маленький палец. Опять же, под этой петлей маркерная нить. Эту пропускаем. И вывязываем сразу столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, провязали мы 7 столбиков. Эту петлю мы обычно пропускаем, заходим сюда. И чтобы между пальцами не было отверстия, вот сюда заходим. И вот так соединяем. Это 8. Заходим сюда и сюда. Так, 1. Почему я так соединяю? Чтобы вот здесь не было отверстия. По этому пальцу. Это уже 2. 3. И вот теперь 4 надо провязать сюда. Заходим. Там петля пропускается. И вот так соединяем. Вот. Вроде отверстия нету. Значит, эту петлю мы соединили с предыдущим пальцем. Эту петлю пропускаем. У нас здесь маркерная нить. Заходим в следующую петлю. Но предварительно ставим маркерную нить. И соединяем. И одна воздушная. Вот у нас новый ряд пошел. 1, 2, 3.
Итак, вяжем по кругу, и должно получиться 24 столбика без накида. Третий ряд. Где маркерная нить, мы эту петлю пропускаем. Будем заходить в следующую. Вот сюда. Соединяем. И одна воздушная. Один столбик. Нам нужно провязать 6 раз. 2 столбика без накида, убавка. 1, 2. И теперь убавка. То есть за 2 полупетли берем и провязываем. Это один раз. Опять 2 столбика. И убавка. Это 2 раза. Шесть раз. В этом ряду 18 столбиков. Далее четвертый, пятый. И так вяжем по кругу четвертый и пятый ряд. После того, как закончили пятый ряд, стопу нужно наполнить наполнителем. Чтобы вам петлю не потерять, поставьте маркер. Из пальцев маркировочные нити я удалила. И теперь наполняем. У меня есть абрикосовая маникюрная палочка. Вот я работаю с ней. Но вы наполняйте не до последнего ряда, потому что вы дальше будете вязать, и синтепух будет мешать вам. Так, наполнила я ступню, пальцы, и переходим к шестому ряду. Одну петлю пропускаем, заходим в следующую. 3 раза провязываем 4 столбика без накида, убавка. Соединили, 1 воздушная, 1, 2, 3, 4. И теперь убавка. Один раз. Три раза. В этом ряду 15 столбиков. Седьмой ряд.
Эту петлю будем пропускать, будем заходить вот в следующую. Столбик без накида, убавка 5 раз. Соединяем 1 воздушная. Столбик без накида. Убавка. 1 раз. Пять. В этом ряду 10 столбиков. Петлю пропускаем. Заходим в следующую. 2 раза провязываем. 3 столбика, убавка. Соединили. 1 воздушная. 1. 2. 3. Убавка. 1 раз. Убавка 2 раза. В этом ряду 8 столбиков. Теперь еще немного наполните. 9 и 10 ряд вяжем без изменения. 8 столбиков без накида в каждом ряду. Значит, эту петлю пропускаем. Заходим в эту. Провязал я 9 и 10 ряд по 8 столбиков в каждом ряду. И теперь надо добавить наполнитель. Ну вот, я наполнила уже до края. Теперь обрезаем маркерную нить и обрезаем основную нитку. И теперь надо стянуть. Эту петлю пропускаем. Заходим в следующую. Вытягиваем. Теперь в следующую. И так в каждую петлю. И теперь стягиваем. Теперь здесь где-нибудь завяжем узел. Закрепим. И нитку убираем внутрь.